Итак, у нас оставался еще один день, и где его провести было непонятно. Поездка выдавалась явно не рядовой. Достаточно сказать, что мы откладывали ее почти неделю, пока по прогнозу не выдались, наконец, несколько дней без облажных осадков. И то в первый день между дождями удалось выкроить для охоты не более пары часов. Мы нашли дупеля на 2 маленьких покосах, причем почти вся птица оказалась на верхнем из них, на косогоре, что было довольно странно, потому что обычно дупель предпочитает заливные пойменные луга. А тут птица сидела компактно, Вперед, Гай. но в основном поодиночке. И все это было характерно скорее для высадки мигрирующих птиц, чем для кормовой стации, нагуливающих вес перед отлетом местных выводков. На следующее утро погода более-менее наладилась, и мы решили проверить магазин, луга, где охота, как я считал, была гарантирована. Их скосили, но, к сожалению, на большей части покоса сено из-за непрерывных дождей даже не успели сволковать. Но вряд ли только это стало причиной практически полного отсутствия птицы на большей части скошенного пространства. Дупель был только в одном месте и очень компактно, несколько выводков, ну и одиночки. И большие стаи других куликов, чибисов, веретенников, из-за которых вся луговина с полосками некоси в старицах местной речушки пахла как один большой куличиный ток. Работать моему курцу было здесь очень сложно. Он все время переходил на потяжки, часто останавливался, проверялся, все равно ошибался. А охота получилась нервной и незрелищной. Но главное теперь было понять, как жить дальше. Потому что по факту 2 дней в угодьях мы находили птицу в местах, где в принципе быть она была не обязана. А там, где дупель весной таковал, где самки насиживали кладки и где молодые дупеля по всем соображениям и опыту предыдущих лет просто обязаны были жировать перед отлетом, там птицы было явно маловато. Вместе с тем, основное было понятно. Это очень холодное и дождливое лето выдалось все-таки очень удачным для птицы. Сложив все вместе, мы решили поехать в одно совсем не классическое место. В прошлом засушливом году тут не было даже намека на дупеля. Оно и понятно. Весной, возможно, только этот первый лужок частично заливает на короткое время. А дальше луга террасами уходят выше на холм, или угор, как принято здесь говорить. И они точно никогда не бывают заливными. Но кроме воронья на первом лугу мы ничего больше не нашли. Ну раз приехали, надо идти дальше вверх. Следующий лужок. Тут Гай уже по кому-то тянет. Но взлета нет. Переходим зародыш овражка. И вот первая работа. Стоять! Стоять! Ну что ж. 3-й день идет у нас. И стрельба ухудшилась. Нервы все равно. При взлете нескольких дупелей теряешься сразу. Значит, бекасы были. Это были дупеля. Бекасы. Ну вот, даже разучился различать уже на 3-й день. Ну ладно, сейчас еще поищем. А ведь это и вправду были дупеля. Что-то за съемками я уже и сам обознался. Буквально тут же еще работа. Стоять! Стоять! Молодцы, отлично, стоять! Молодец. Короче. Ага.
Вот он, сегодняшний первый дупелек. Хорош. А на обратной параллели еще одна стойка. Дим, по прикладу щелкни. Это чтоб подствольная камера проснулась. Работает? Стоять! Стоять! Пошло дело. Ну давай, мой красавец. Хорошо ты стоял. Молодец, молодец. Какой жирный, ты посмотри. Так и капает с него. Он когда летел, я видел, с него жир прямо капал. Тяжело ему было. С полем. Спасибо. Пять минут и Гай снова на стойке. Включил? Кас сорвался. Кас строгий. Так дальше дело и пошло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Дима. Подранок. Сейчас пойдем его искать. Сейчас упадет. Все, сел на поле. Вот тут я почему-то был абсолютно уверен, что птица дошла. Хорошо, давай. Апорт. И никак не ожидал того, что случилось в следующий момент. Апорт. Апорт. Стоять! А стоять-то уже поздно. Справедливости ради скажу, что этого дупеля мы на обратном пути все-таки добрали. Однако, все это очень походило на хорошую высадку. Вот только охота пока шла как-то не очень. Стоять! Стоять! Нервничаю сегодня. Падало все вчера и позавчера. Сегодня через раз. Нехорошо. Нервы, конечно, никто не отменял. Но дело, как мне думается, было в Диминой вскидке. Сначала затыльник приклада приходил в плечо, а затем на гребень опускалась голова. Таким манером стоит чуть не довложиться, и выстрел поверху обеспечен. Обратите внимание, что Дима сегодня в другой одежде, в жилете с замшевыми накладками. Оказалось, по нему затыльник скользит чуть хуже, останавливается раньше, и вот результат. Из-за недовкладки голову приходится опускать ниже, это ломает обычное восприятие, тем более планка остается сильно открытой. Из такого положения выстрел в мишень приводит к тому, что дробь идет сильно выше. Ну а теперь дальше к новой стойке. Еще раз обратите внимание на вскидку. На этот раз никакого движения головы. Гребень приклада поднимается четко до щеки. И сразу результат. Ну, теперь пара слов о самой охоте. Лук скошен, конечно, очень красиво, но когда мы на него вышли, мы пошли без особой надежды, потому что мы увидели, что он на бугре, и, в принципе, воды-то здесь не бывает даже во времена всемирного потопа. Но всемирный потоп случился в этом году, и залило его прилично, под ногами чавкает. Стоять!
Стоять! Ну что-то сегодня не идет у нас. Бекас. Чувствовал я, что это Бекас. Чувствовал, что промажу. Так и случилось. Стрелял, вильнул вправо, стрелял, вильнул влево. И в результате ничего не получилось. Но пока мы говорим, Гай уже в стойке. Стоять! Апорт. У тебя был включен? Да, одного-то я сбил все же. Апорт. Сколько их поднялось-то? Штук 5, наверное. Это был единственный на этих лугах выводок. Почему я так думаю? Потому что через 1,5 недели я на этом же месте добрал его остатки. И больше к тому времени никого тут уже не оставалось. Так что мы в итоге попали на самую что ни на есть высыпку мигрирующего дупеля. Птица была рассредоточена по лугу, сидела обособленно, поодиночке. И хотя фоновый запах местами был очень сильный и обширный, Гаю работать тут было значительно проще. Нас он сегодня, несмотря на явную усталость, радовал. Вперед! Отлично. Вперед! Стоять! Стоять! Молодца! Апорт! Как далеко работал-то, а? Да, эта охота получилась незабываемой. В основном от того, что мы нашли птицу там, где ее в обычный год практически не бывает. Если вы посмотрите вниз, вы увидите, что мы забрались на очень-очень высокую точку, метров 100, наверное, от того места, где мы оставили машину. Ну, по идее, здесь никакого дупеля не должно быть, потому что дупель любит болотные низины, а совсем не высокие холмы. Вот. Но в этом году здесь пострижена трава и очень много дождей шло. И мы решили заглянуть. И Гай нас не подвел. Так что, в общем, вывод один. Конечно же, надо искать дупеля в традиционных местах, но иногда он бывает там, где совсем не ожидаешь. На этом рассказ о северных дупелиных высыпках сезона 2019 года подошел к концу. Но, если вам интересно узнать кое-что еще о нюансах стрельбы из-под легавой, о причинах промахов и о технике исполнения дуплетов, подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить специально посвященный этим вопросам ролик. Всем удачи!